В глазах измученной женщины был ужас. Рядом были только ее дети. Они еще не были достаточно взрослыми, чтобы водить машину. У нее было затрудненное дыхание. Необходимо было как можно скорее доставить ее в больницу. Когда вернется ее муж? Схватившись за живот, она в агонии упала на землю. 38-летняя Розетта Санчес из солнечного Нью-Мексико всегда мечтала о большой семье. У нее была заразительная улыбка, золотое сердце и неутолимое желание иметь большую семью. Ее муж Майкл разделял ее мечту о доме, полном детей, и она всегда мечтала о собственных детях. Розетта по натуре любила большие семьи. Выросшая в маленьком городке в Нью-Мексико, она мечтала о большой семье. Именно так она и поступила. Родив своего первого сына в 25 лет, она продолжала беременеть год за годом в течение 12 лет. В общей сложности у пары родилось 11 детей. Внезапно жизнь Розетты наполнилась сменой подгузников, походами в школу и визитами к врачу. Материнство было для Розетты постоянным испытанием, но она любила его. Супруги оба работали на обычной работе. Он был подрядчиком в строительной компании, а она помощником администратора в компании по отделке помещений. У их потомства были еда и одежда, и они были счастливы, несмотря на то, что денег оставалось немного. Обычный день Розетты начинался с того, что она готовила завтрак для своей семьи. Яйца, бекон и тосты всегда были частью их сытного завтрака. Обычное утро включало в себя 24 яйца, 3 пакетика бекона и 2 буханки хлеба. Когда дети выбрались из кроватей, они протерли заспанные глаза и собрались вокруг кухонного стола. Их уникальные характеры и возраст сделали их прекрасным сочетанием. Розетта помогла младшим детям одеться после завтрака, пока старшие одевались сами. Затем нам нужно было отвезти детей в школу. Все дети с рюкзаками удобно разместились в большом комфортабельном фургоне семьи Санчес. Дорога в школу всегда сопровождалась шумом. Дети болтали, смеялись и ссорились из-за мест. Розетта возвращалась домой, как только всех детей благополучно развозили по школам, чтобы начать свой рабочий день. Поскольку Розетта могла работать дома, она все еще могла быть доступна для своих детей, когда они в ней нуждались. Розетта не возражала против шума и суеты в доме. Большая семья была для нее привычным делом, и это приносило ей радость. Розетта сделала перерыв в работе, чтобы приготовить питательный обед для своей семьи. В дополнение к постному мясу и цельнозерновым продуктам, она всегда следила за тем, чтобы у них было много свежих фруктов и овощей. Дети со здоровым аппетитом с жадностью поглощали все, что она подавала. Розетта и Майкл позаботились о том, чтобы семейные ужины были приоритетом, поскольку они считали, что важно проводить время вместе. После ужина дети разбредались по домам или играли в игры. Розетта убирала на кухне, а затем садилась рядом с Майклом, чтобы посмотреть фильм или поговорить о том, как прошел их день. Они были крепкой парой и работали вместе, чтобы их семья процветала. Это было очень утомительно, но они знали, что они уникальная семья. В тот вечер после ужина ее стало подташнивать. «Робби и Рина, пожалуйста, не могли бы вы, ребята, помочь убрать со стола?» Мама чувствует себя неважно. Ее старшие дети привыкли помогать по дому, но их мама редко болела. «Что случилось, супермама?» Маленький 6-летний Бенджамин спросил свою маму. Розетта попыталась изобразить улыбку. «Ничего, дорогая. Может быть, мама слишком много съела на ужин». Маленький Бенджи поцеловал маму в животик и, хихикая, убежал. Розетта внезапно почувствовала головокружение. Было уже слишком поздно, и она упала на пол, потеряв сознание. Она потеряла сознание. 7-летняя Эллисон, которая была в ванной, услышала удар и выбежала на улицу. «Помогите! Мама упала! Стивен, иди сюда!» – закричала она. Дети подбежали к матери.
Стивен позвал отца, Майкл вбежал в дом. Что происходит? Он посмотрел на лица своих детей и в результате увидел скрюченное тело, лежащее на полу. Майкл подбежал к жене. Он проверил ее пульс. Она все еще дышала. «Слава Богу», — сказал он. «Стивен, пойди скажи миссис Линч, живущей по соседству, что у нас чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, попроси ее прийти и присмотреть за вами, ребята». Стивен кивнул и выскочил за дверь. Майкл понес свою жену к машине. Она была ширококосной женщиной, но он привык к ее весу и к тому, чтобы нести ее на руках. Он добрался до места ровно за 6 минут. Он не останавливался на светофоре. Когда они добрались до больницы, их уже ждал персонал скорой помощи. Майкл с ужасом наблюдал, как его жену, потерявшую сознание, втолкнули в холодную белую палату. Через 20 минут доктор Джонсон вышел на улицу. «Это она?» Майкл вопросительно посмотрел на доктора. Глаза Майкла были огромными от усталости. С ней все в порядке. Состояние стабильное. Доктор сказал, что она в сознании. «Могу я ее увидеть?» – спросил Майкл. «Мне нужно провести дополнительные анализы». Розетта нервничала, лежа на смотровом столе, ожидая, когда врач проведет дополнительные анализы. Почему доктор Джонсон вызвал доктора Сингха? У нее никогда не было осложнений во время предыдущих беременностей, но она знала, что случиться может все, что угодно. Но когда доктор Джонсон попросил ее сдать анализ мочи, она заподозрила худшее. Врач внимательно осмотрел ее, а затем улыбнулся. «Розетта», — сказал он, — «ты невероятно плодовита. У тебя действительно будет большая семья». Розетта испытывала смешанные чувства, когда врач осматривал ее. Стетоскоп был холодным, как лед. Она была взволнована, но также и встревожена. Что, если что-то пойдет не так? Возможно ли это? Доктор был удивлен, когда прочитал ее историю болезни и провел дополнительные анализы. Когда он сказал Розетте, что она невероятно плодовита, она была одновременно шокирована и взволнована. Она всегда мечтала о большой семье. У них с Майклом было 2 пары близнецов, и они с нетерпением ждали возможности растить их. Однако врач был удивлен, когда увидел историю болезни Розетты и попросил ее задержаться на УЗИ. Доктор на мгновение вышел из комнаты и вскоре вернулся с листком бумаги в руке. «Что ж, похоже, вас можно поздравить», — сказал он с улыбкой. «Вы беременны». Розетте стало плохо. «Вы уверены, доктор? Как мой организм сможет справиться с этим снова?» Она плакала. «Я уверена, что у вас все будет хорошо с ребенком номер 12», — ответил врач. Она была всего на нескольких неделях беременности, поэтому врачу было еще рано говорить что-либо определенное. На следующий месяц Розетта и Майкл вернулись в кабинет врача, крепко держась за руки. Они терпеливо ждали, пока доктор осмотрит ее, а затем сообщит им хорошие новости. «У вас будут близнецы», — сказал он. Розетта и Майкл расплакались от радости. Они обняли друг друга, смеясь и плача одновременно. Майкл, однако, беспокоился о расходах. Он знал, что они могут позволить себе заботиться о большем количестве детей. Это было бы непросто. Он не хотел, чтобы Розетта беспокоилась о чем-либо во время беременности. Поэтому пообещал себе, что будет работать усерднее и откладывать больше денег. На 6-м месяце беременности Розетта сильно заболела. Она испытывала сильную боль и дискомфорт, и Майкл срочно отвез ее к врачу. Ожидая приема у врача, Розетта не могла не думать о том, как будет расти ее семья. Она с нетерпением ждала встречи со своим маленьким комочком радости и счастья, которое он или она принесет в их жизнь. Когда она пришла в кабинет врача, врач был удивлен, увидев ее, и попросил ее остаться, чтобы обсудить историю ее болезни. Беременность далась ей нелегко. Розетта немного нервничала, но она доверяла своему врачу. Она знала, что он сделает все, что в его силах,
чтобы обезопасить ее и ребенка. Он сделал еще одно УЗИ и был потрясен, увидев, что у него получилось. Доктор был потрясен, обнаружив, что у нее в животе что-то растет. Он посмотрел на Розетту, и она увидела страх на его лице. Сначала он подумал, что это опухоль, но при дальнейшем обследовании обнаружил, что Розетта беременна чем-то другим. Он не хотел рисковать с диагнозом. Техник, проводивший УЗИ, был удивлен, обнаружив не одного, а двух малышей, которые прятались в утробе Розетты за спинами своих старших братьев и сестер. Врач подтвердил, что у Розетты была тройня – 2 мальчика и 1 девочка. Она была беременна тройней. Там был еще один маленький мальчик, который прятался за спинами своих братьев. Он был намного меньше ростом. «Розетта, он сказал, что ты беременна тройней». Розетта не могла в это поверить. Они с Майклом обняли друг друга. По их лицам текли слезы. Там был еще один маленький мальчик, который прятался за спинами своих братьев. Он был намного меньше ростом, но здоровый и сильный. Розетта. Розетта и Майкл были на 7-м небе от счастья. Им не терпелось познакомиться со своими 3 прекрасными малышами. У них уже было 2 пары близнецов, но тройняшки – это совсем другое дело. Следующие несколько месяцев были полны волнения и предвкушения. Розетта становилась все больше и больше, а Майкл работал усерднее, чем когда-либо. Они не могли дождаться встречи со своими тройняшками. Это должен был быть их первый набор. Они начали готовиться к их приезду, купили детскую одежду и покрасили детскую. Старшие дети Розетты были в восторге от того, что у них скоро появятся 3 новых братьев и сестер, и им не терпелось познакомиться с ними. По мере того, как беременность Розетты прогрессировала, она заметила, что чувствует себя более уставшей, чем обычно, но это не мешало ей заботиться о детях и вести домашнее хозяйство. Она продолжала готовить еду, убирать в доме и заботиться о своих детях с той же любовью и преданностью, что и всегда. Майкл предупредил ее, что стресс вреден для младенцев. По мере приближения срока родов, волнение Розетты росло. Ей не терпелось взять своих малышей на руки и познакомить их с миром. Майкл нервничал, но в то же время ему не терпелось познакомиться со своими детьми. Он работал сверхурочно и накопил более $10 000. Он был уверен, что первые несколько месяцев все будет хорошо. Дети всегда должны были появиться на свет. Волнение семьи росло. Майкл взял отгул на работе, чтобы присутствовать при родах, а дети жестами приветствовали появление на свет своих новых братьев и сестер. Важный день был не за горами. Розетта позаботилась о том, чтобы в ее переполненном доме было тепло и уютно для новорожденных. Будут ли другие дети любезны? По мере приближения срока родов, семья и друзья Розетты собрались вокруг нее, предлагая свою поддержку и любовь. Они поговорили о дне родов. Розетта хотела, чтобы все присутствующие присутствовали при родах. Ей понадобится нечто большее, чем помощь мужа и врачей, чтобы родить 3 здоровых малышей. Наконец настал день, когда у Розетты начались схватки. Майкл отвез ее в больницу. Его сердце бешено колотилось от волнения и страха. Он был тревожным человеком. И сегодня у него был сильный стресс. Розетта была спокойной и собранной, но ей также не терпелось познакомиться со своими малышами. Первым ребенком была маленькая девочка, и она была совершенна во всех отношениях. Вторым ребенком был маленький мальчик, и он был таким же красивым, как и его сестра. Третьим ребенком был маленький мальчик, который прятался за своими братьями во время УЗИ. Он был маленьким, но здоровым. Розетта и Майкл смеялись, а по их щекам текли слезы, когда они рассказывали о рождении своих детей. Они делали это и раньше.
Но это им никогда не надоедало. Первым ребенком был мальчик, и он громко плакал. Вторым ребенком была девочка, и она была такой же красивой, как и ее брат. Розетта и Майкл почувствовали, что их сердца переполняет любовь. А затем появился третий ребенок. Он был маленьким и хрупким, но он был бойцом. Розетта родила 3 здоровых малышей. Первого назвали Лукасом, вторую — Софией, а третьего, самого маленького из 3, назвали Ноа. Семья была вне себя от радости. Они не могли поверить, как им повезло, что у них родились 3 прекрасных, здоровых малышей. Теперь у них было целых 14 детей. Розетта и Майкл были переполнены радостью. Они никогда в жизни не были так счастливы. Они знали, что их семья теперь полноценна, и им не терпелось увидеть, как их дети растут вместе. Тройняшек назвали София, Лукас и Ной. Их любили все в семье, и их появление сблизило их всех. У родителей была своя небольшая команда помощников. По мере того, как знаменитые дети росли, в них начинали проявляться индивидуальности. Ной был тихим ребенком, которому нравилось сидеть и наблюдать за тем, как проходит мир. Неудивительно, что он прятался в утробе матери. Лукас был неугомонным, всегда был в движении и во все ввязывался. А маленькая София была самой милой из них. Ее улыбка могла осветить всю комнату. По мере того, как дети росли, Розетта продолжала посвящать себя семье, всегда ставя их нужды превыше своих собственных. Она многим пожертвовала, чтобы дать своим детям образование и обеспечить им кров. Несмотря на трудности, связанные с воспитанием такой большой семьи, она по-прежнему была полна решимости создать для своих детей счастливый и любящий дом. Ее дети хорошо себя вели, и она знала, что была отличной матерью. Шли годы, и Розетта с Майклом наблюдали, как растут их дети. Они были счастливы и здоровы. И любили друг друга больше всего на свете. Розетта никогда не жалела о своем решении завести большую семью. Это было необычно и отнимало у нее все время, но она не хотела, чтобы было по-другому. Она знала, что это лучшее, что она когда-либо делала. Семья Санчес стала известна в своем районе как «большая семья», и люди часто останавливались, чтобы полюбоваться детьми, когда они появлялись на публике. Розетта не особо возражала, пока не торопилась. София, Лукас и Ноа были неразлучны, и все делали вместе. Они занимались спортом, ходили в школу и даже создали группу. Семья Санчес всегда была полна смеха и любви. Они всегда были в центре внимания, куда бы ни пошли. И им это нравилось. Они запустили канал на TikTok под названием «Cheaper by the Bakers» «Дюжина плюс 1», который стал хитом в интернете. Мечта Розетты о большой семье наконец-то сбылась. У нее было 14 прекрасных детей, которых она любила больше всего на свете. Она знала, что ее дети вырастут и совершат великие дела, и ей не терпелось узнать, что ждет их в будущем. У семьи Санчес были свои взлеты и падения, но они всегда держались вместе. С каждым днем любовь Розетты и Майкла друг к другу и к своим детям становилась все сильнее. Они знали, что их семья была для них величайшим благословением и были благодарны за каждого из своих детей. Они знали, что у них есть своя маленькая армия, и до конца своих дней они всегда будут защищать друг друга. В конце концов, любовь и преданность Розетты и Майкла принесли свои плоды. Их дети выросли успешными и любящими людьми, каждый из которых привнес в этот мир что-то особенное. И хотя Розетта и Майкл сталкивались со многими трудностями на протяжении многих лет, они знали, что их любви друг к другу и к своей семье всегда будет достаточно, чтобы справиться с ними.